Представьте себе, что вы можете купить за 2 миллиона дирхам входной билет в элитный клуб обладателей Dubai Golden Visa, который открывает двери в один из самых динамично развивающихся регионов мира. Расскажите подробнее о требованиях к инвестициям. Я слышал разные цифры. Минимальная инвестиция составляет 2 миллиона дирхам в недвижимость. Но вы также можете быть совладельцем, достаточно владеть долей от 2 миллионов. А как насчет ипотеки? Многие думают, что нужно иметь всю сумму наличными. На самом деле ипотека абсолютно допустима. Нужно только получить письмо согласия от банка. И знаете что? Местные банки предлагают довольно выгодные условия для инвесторов. Ставки начинаются от 3,5% годовых. Ого, это действительно привлекательные условия. А какие еще расходы на оформление Golden Visa нужно учитывать помимо стоимости недвижимости? Давайте посчитаем. Государственные сборы для оформления – 10 100 дирхам. Это включает медосмотр, Emirates ID и саму визу. Плюс страховка – минимум 1000 дирхам в год. Если у вас уже есть виза ОАЭ, ее аннулирование обойдется примерно в 500 дирхам. То есть, помимо инвестиций в недвижимость, нужно заложить еще около 12 000 дирхам на оформление. Именно так. И знаете, что интересно? Эти расходы – капля в море по сравнению с теми возможностями, которые открывает Golden Visa. Например, вы можете спонсировать визы для всей семьи, супруги, детей, даже для домашнего персонала. Давайте поговорим о процессе оформления. Сколько времени это обычно занимает? Стандартный срок – около 15 рабочих дней. Но есть VIP-опция, которая позволяет получить визу за 5-7 дней. Правда, стоит гораздо дороже. И знаете, что важно? Заявитель должен физически находиться в Объединенных Арабских Эмиратах при подаче документов. А какие документы нужны? Наверняка список внушительный. Основные документы – паспорт, фотография, Emirates ID, если есть, Title Deed на недвижимость, плюс локальные контакты, телефон и имейл. Интересно, а как быть с медицинской страховкой? Это же обязательное требование? Да, и минимальная страховка стоит от 1000 дирхам в год, но я бы рекомендовала более расширенный пакет, так как медицина в Дубае одна из дорогих. Звучит заманчиво. А есть вот какие-то подводные камни, о которых стоит знать? Ну, например, многие не знают, что при продаже недвижимости до истечения срока визы вы можете ее потерять. Или что нужно регулярно обновлять медицинскую страховку. А как насчет бизнес-возможностей? Можно ли работать с этой визой? Конечно. Вы можете работать как по найму, так и открывать собственный бизнес. Давайте поговорим о том, как выбрать недвижимость для инвестиций. На что обращать внимание? Я бы выделила несколько ключевых факторов. Во-первых, локация, районы вроде Дубай-Марина, Пальм-Джумейра или Даунтаун Дубай показывают стабильный рост цен. Во-вторых, репутация застройщика. В-третьих, потенциал аренды. Некоторые объекты могут приносить до 80% годовых. А как быть с управлением недвижимостью, особенно если инвестор не планирует постоянно находиться в ОАЭ? Отличный вопрос. В Дубае очень развит рынок property management. Компании берут на себя все, от поиска арендаторов до решения технических проблем. Комиссия обычно составляет 5-7% от арендного дохода. И знаете что? Многие управляющие компании даже гарантируют минимальный доход. Подводя итоги, какие главные преимущества вы бы выделили? Смотрите, во-первых, это стабильность, 10 лет, без необходимости продления. Во-вторых, свобода передвижения, виза не аннулируется даже при длительном отсутствии в стране. В-третьих, возможность спонсировать семью. И, наконец, доступ к одному из самых динамичных рынков мира с минимальным налогообложением. Это действительно уникальное предложение в современном мире.